Всем привет! Рад вас видеть на канале. Вот мы наконец-то привели немножечко судно в порядок. И сегодня планирую записать небольшой обзор по пароходу, экскурсию. Прекрасная погода, пройдемся по палубе, по надстройке снаружи. Вот, а потом в следующей части видео уже осмотрим внутренние помещения, каюты, машинное отделение, мостик и так далее. Вышли мы на левое крыло. Вот у нас пеленгатор, репитер гирокомпаса, главного прибора штурмана и судоводителя в целом. Ну что, давайте поднимемся на самую верхнюю палубу, на навигационную палубу, Monkey Deck на английском. Недавно только покрасили все, красиво, не стыдно записать. У нас уже вечер, время близится к закату, аварийный буй, VDR, Watch Data Recorder, так сказать, черный ящик, только он у нас оранжевый. В брезент завернут магнитный компас. Вот новая спутниковая антенна, которую мы установили в драйдоке. Так, по антеннам проходиться я не буду, углубляться. Может быть, в следующем видео. Сегодня у нас просто вечерний обход парохода под приятную музыку. Так сказать, будьте моими гостями на моем празднике жизни. Вот наша основная мачта, навигационные огни. Так, немного ветрено, но для вас, мои любимые подписчики, полезем на самый верх. Ну вот, практически самое высокое место парохода. Сейчас мы на уровне 48 метров над уровнем моря. Вот. Радар остановил их, дабы не губить себя излучением. Спустились вниз. Бассейн набрали, привели в порядок вентиляционные грибки в машинном отделении. Ну, давайте пойдем вниз. Пароход большой. Ну, а видеоролик затягивать на несколько часов не хочется. А вы обязательно напишите в комментариях, хотелось ли бы вам посмотреть такое длинное видео. И не забывайте подписаться на канал, оставить комментарий и напишите отзывы, что вы думаете. Обязательно прочитаю, отвечу. Вот. А мы идем дальше. Спустились на капитанскую палубу. Вот такой вот у него прекрасный балкончик. Иногда здесь устраиваем барбекю, место для отдыха. Но обычно здесь, конечно, очень ветрено. Так что, как видите, пусто даже в столь прекрасный вечер. Так, понемножечку идем вниз. Главное не поломать ноги. Все-таки небольшая качка присутствует. Вот, снимаю я на телефон. На экшн-камеру еще не разорился. Может быть, уже в следующий контракт ее и возьму. Вот, так что все-таки надо еще смотреть под ноги. Наши брусья. Спортсменов на пароходе очень много. Как же еще коротать досуг? Пойдем на правый борт. Левый вы видели для разнообразия. Так, прошли сейчас офицерскую палубу. Сейчас спускаемся на палубу рядовых. Но это уже будет видно и из следующего видео по надстройке, где и что, какие каюты. А пока так. Наши основные краны, провизионные. Грузоподъемность у него около 5 тонн. Ну как, около. Номинальные есть 5 тонн. Бассейн со свежей океанской водой. Идем мы уже в Индийском
океане. Есть у нас, конечно, и такие радости в жизни, не все же тяжело работать. Это у нас дополнительный вход в машинное отделение находится. Ну, это уже в трубу, скажем так. Второй кран. У нас их два, с левого и с правого борта. Пароход большой. Погода хорошая, как вы видите. Небольшое волнение никак не мешает. Шлюпка, но к ней мы вернемся чуть позже. Сделаем обход по кругу. Вентиляционные отверстия, грибки, фаны, как хотите, так и называйте. Вот, конечно, немного тяжело все переводить на русский язык. Работаю я в смешанном экипаже. Основной язык на пароходе английский, поэтому с кадетства уже на протяжении более 10 лет в основном все только на английском. Так что все названия и аббревиатуры, которые мы еще учили в академии 10-15 лет назад по старым советским учебникам, я уже, конечно, забываю. Ну, это off-topic. Так, сейчас мы находимся на кормовой палубе, палуба Юта, poop deck на английском, aft mooring station. Вот, здесь у нас находятся новые болларды, кнехты, которые наварили в том же судоремонтном заводе. Кильваторная струя, завораживающее зрелище, конечно, но не хочется уронить телефон. 6 лебедок. Вот. Баскетбольное кольцо. У нас рядовые филиппинцы, они очень спортивные ребята, они огромные фанаты баскетбола. Вот. Они практически каждый уикенд играют. У них даже форма есть с их личными именами. Молодцы. Вот они, небольшие радости жизни. Конечно, облачно. Покрасили, привели в порядок. Почти березки у нас. Так, ну ладно. Давайте пойдем дальше. Конечно, еще руки не дошли до покраски главной палубы. Но до конца перехода, скорее всего, успеем. А вы не забывайте поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, так как все работы по пароходу на переходе я буду снимать, ну и потом выкладывать видео в формате видеодневника. Вот как вы видите, временно складируют ведра с краской. У нас рабочий день уже кончился, все отдыхают, готовятся к ужину, а я пока пользуюсь моментом и снимаю для вас этот небольшой обзор. Прошли мы бункеровочную станцию, а это у нас небольшой бункеровочный кран. Давайте пойдем дальше. Не хочется, конечно, очень быстро ускорять это видео. Качество стабилизации, конечно, оставляет желать лучшего. Вот наши маркировочки, так как здесь находятся у нас шпринги. Вот еще 2 дополнительные лебедки. Ну и в зоне швартовых операций всегда должны быть маркировки, напоминающие, что это зона повышенной опасности, чтобы предупредить работников, портовых, визитеров и так далее. Да и нам лишнее напоминание, что человеческое тело очень хрупкое, а нагрузки и силы, действующие на швартовые канаты, огромные. Так что если он порвется, последствия будут катастрофические. Так, это мы проходим лоцманский трап. Находится он в районе Миделя почти. Смотрим под ноги. Вот, его используем мы для взятия лоцмана. Ну, иногда различных властей, которые подходят к нам на катерах. 6-й трюм.
Шестой трюм у нас является балластным. Мы набираем его тоже морской водой для улучшения устойчивости судна, когда мы идем в балласте и предвидим плохую погоду. Поэтому на нем находятся вентиляционные грибки желтые. Так, идем понемножку дальше. У нас 9 грузовых трюмов. Это судно класса Capesize. Длиной у нас 292 метра 45 метров ширина. Высота от киля до верхней точки 58 метров. Ну и дедвейт 178 тысяч. И вот мы подошли к Helicopter Station, к вертолетной станции, где у нас находится противопожарное оборудование и safety equipment, так сказать, для обеспечения безопасной посадки вертолета и предотвращения возможной аварии, тушения пожара и так далее. Также там находится небольшое СОПЭП оборудование для экстренного сбора масла, либо разлива топлива для его предотвращения. Это не основной стор. Основной у нас находится там, где надстройка. Вот. Ну, идем дальше. Вообще очень много оборудования на пароходе, поэтому более подробно об этом говорить нужно в конкретных роликах. А сегодня у нас приятная вечерняя прогулка. Но если вам это интересно, обязательно напишите это в комментариях, и постараюсь тогда сделать не скучное, насколько это возможно, видео по интересующим вам моментам. Ну вот, под легкую беседу мы дошли уже на бак, на носовую часть судна, прошли 2 лебедки. Это были шпринги. Вот. Сейчас будем подходить к 2 лебедкам, с которых мы подаем прижимные швартовые канаты. И понемножку подходим к палубе полубака. Вот. Все заперто, конечно. Судно у нас идет в океане, готово к штормам. А я, как назло, не захватил ключи, блин. Ну, здесь у нас Bosun Store. Вы могли видеть из предыдущих видео, что там находится. Куча хлама, канаты запасные. И Paint Store, где мы храним всю судовую краску. Небольшой вид назад. Капитан гуляет по палубе. Наслаждается прекрасной погодой. Не до конца, конечно, привели в порядок нашу носовую станцию, форвард, так сказать. Покрасили только свежие инсталляции, которые были установлены в заводе. Так что впереди у нас еще большой фронт работ по приведению судна в порядок. Огромные якорные лебедки, передняя мачта с судовым гудком, ship's horn. Прожектора на ней находятся, навигационные огни. А мы продолжаем свою прогулку. На баке у нас тоже 6 швартовых лебедок. Так, заглянем. Идем мы в балласте. Бульб. Завораживающее зрелище. Ну и ждем закат. Ждет нас долгая еще дорога на Бразилию. Мы сейчас прошли Сингапурский пролив. Я вот готовлю как раз новое видео по проходу Сингапурского. Немножко с ним, конечно, не успел. Вот. Ну, а впереди еще минимум
3 недели хода. До Бразилии мы идем, огибая мыс Доброй Надежды. Получается, это самая южная оконечность африканского континента. Там, конечно, немножко похолодает, но, в принципе, не ниже 18 градусов температура упадет. Швартовок у нас не будет. Возможно, конечно, зайдем в порт Элизабет, бросим якорь на сутки, получим топливо, если это решит чартерер, либо уже просто полным ходом на Бразилию и где-то в Рио нас забункируют на дорогу обратно. Обратно вроде как планируется выгрузка в Бахрейне, это Персидский залив, рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Будем брать дорогую железную руду, везти ее на алюминиевый завод в Бахрейне. Как и в прошлый раз, я как раз садился на судно в Бразилии и вроде как с этого же порта и полечу домой. Я уже практически 8 месяцев буду на борту. Контракт, конечно, получился очень тяжелым. У нас практически в самом начале накрылся кондиционер, не выдержал нагрузку в тропиках. И 4 месяца мы выживали без огромного судового кондиционера на судне, под вентиляторами. А когда жара у тебя 40-45 градусов, а в Бахрейне, в Персидском заливе у нас днем в полдень поднималась до 50, а ты приходишь обратно в надстройку, а там у тебя ниже 35 не опускается, и вода-то у тебя также нагревается на судне. Ты принимаешь холодный душ, а там вода идет 30 градусов, 35, так что мы использовали холодильники по полной, морозили бутылки с водой и даже спали в гамаках на палубе. Но это в прошлом. Сейчас у нас все хорошо. Жизнь в море не всегда бывает безоблачной. Не всегда получается насладиться свежим морским бризом и купаться в бассейне с океанской водой. Так что, как и в жизни, на берегу везде есть свои плюсы, свои минусы, но нужно всегда оставаться в бодром расположении духа, без этого никак. Но ко всему привыкаешь. Первые месяцы, конечно, самые сложные. Скучаешь по семье, они по тебе, но потом втягиваешься, и идут у тебя будни день за днем. Конечно, такие долгие контракты очень тяжелые. Обычно мы подписываем контракт на 4-5 месяцев, но, как видите, с эпидемией этого коронавируса все порты закрыты, нас просто не могут поменять. И вот эта история уже 4 месяца длится. Обещание завтра, завтра, завтра в следующем порту. А в каком следующем порту, когда у нас переходы по 1,5 месяца? Но не будем о грустном. Вот мы пошли и пришли уже на левый борт судна. Вот вход в госпиталь с главной палубы, в надстройку. И вот этот трап вы можете видеть справа, о котором я говорил, который мы готовим в портах. А сейчас мы поднимаемся на шлюпочную палубу, где у нас находятся 2 плота, каждый на 16 человек. Наши спасательные плоты и шлюпка. Шлюпочка у нас на 32 человека. В будущем сделаю, конечно, видео по сейфти оборудованию и плавсредствам, но сейчас уже заходить не будем. Поменяли мы троса в доке, так что следующему экипажу вообще все будет хорошо. Дела пересдаем на высшем уровне. И если вам понравилось это видео, вам интересна морская тематика, вы хотели бы больше узнать о работе и жизни моряков,
Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, что бы вы хотели увидеть на канале, задавайте вопросы, с радостью всем отвечу. И не забывайте поставить палец вверх, это самая большая мотивация делать видео и дальше, ну а также помогает этому видео выйти в топ, и больше людей могут с ним ознакомиться, возможно, им тоже будет интересно. Так что не думаю, что это очень уж большая плата за труды. Ну а вам я желаю всего только самого наилучшего. Не болейте, хорошего вам настроения. До новых встреч. Пока-пока.